Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня мы раскрываем с вами энергетику второго аркана, Верховная Жрица. Мне захотелось положить камни, вы видите. Я редко чем-то украшаю стол. Это из Грузии камни, с мест силы и грузинский крест из лозы. Возможно, есть какой-то в этом смысл, но такие коды пошли в самом начале. Поживем, увидим, почему такая связочка образовалась. Конечно, мы планируем нашу поездку в Грузию в 5 месяце. И если вам отзывается поездка по местам силы, я приглашаю вас, пишите мне в личку. И также хочу сказать, что энергетика второго аркана практически кульминирует в дате нашего года 3 двойки. И даже в этой связи очень хочется погрузиться в эту энергию. Сегодня считываем из потока. Не изучала я никогда арканы Таро, хочу вам сказать сразу. Я сразу начала работать из потока, поэтому хочу сказать, если вы услышите что-то, что отличается по трактовке от других, не удивляйтесь, потому что так идет. Так идет, тем более энергетика меняется. Многие арканы сейчас начинают звучать иначе. Мы посмотрим карму второго аркана, мы посмотрим ресурс второго аркана, дары, таланты, ресурс, какой опыт мы можем взять из него. И мы посмотрим коды пятой мерности, энергетика этого аркана в кодах матрицы 5 уровня. Итак, мы приступаем. Благодарю вас за поддержку в прямом эфире. Приветствую всех, кто смотрит меня в записи. Здравствуйте, Юлия, Ирина. Здравствуйте, мои дорогие родственные души. Белая сова. Как вас зовут, напишите. И мы полетели. Прошу помогать мне энергетически. Заземляемся. Точка сборки на 7-м энергоцентре и выше. Открываем наши структуры. Заякориваемся в эфире. Ставим лайк для того, чтобы поучаствовать энергетически, пропустить через себя все потоки, которые сейчас пойдут. И мы полетели. Базовая энергия второго аркана, Верховная Жрица. Нескучная энергия. Так, сильная трансформационная энергия. Смотрите, энергия быстрая, импульсная. Энергетика, знаете, такие люди — это прогрессоры. Это прогрессоры. Здесь, самое главное, что суть перемены.
То есть здесь не постоянная энергия, здесь энергия такая, которая постоянно что-то желает изменять, трансформировать, преобразовывать. К тому же я здесь вижу, что интеллект тут очень много информационной составляющей. Как бы можно сказать, что здесь сила мысли наблюдается. Вот если вот как-то это вывести, да, сила мысли, сила внутреннего импульса, направленного на как бы прозревание, может быть, будущего, событий будущего, простраивание этих событий. И вообще вот очень мощно здесь преобразование. То есть, например, такое сознание может изменить реальность просто своим словом, своим присутствием, своей мыслью. А, Своим буквально присутствием. Вот кто идет по верховной жрице, то это очень мощная харизматичная энергия. Как-то тут не серые мышки, это точно. Давайте возьмем больше про эту энергию. Но здесь все равно, здесь ощущение, как будто бы, знаете, вот что-то поднимается со дна. Я вижу такую картинку. Почему-то мне показывают. Как будто бы что-то лежит, лежит, и потом раз, и поднимается со дна, неожиданно, набирает обороты и превращается в нечто, что вообще не ожидали. То есть вот, ну, как-то вот так описываю вам энергию, которую я вижу. Что-то неприметное, да, представьте себе, что-то такое неприметное. Вдруг оно так постепенно поднимается и во что-то перерождается. Как трансформер, вот что-то такое здесь идет, трансформер. Может менять формы, вот что-то меняющее формы, лица, лики. Почему-то вот так идет. Интересно. Сейчас глубже будем настраиваться. Так, базовая энергетика второго аркана, Верховная Жрица. Да, здесь видите, какие карты идут интересные. Но вот сейчас я вижу, что это все касается внутреннего мира человека. И что, знаете, на поверхность фактически может не выйти ничем. И, кстати, энергетика такая очень ранящая самого человека. То есть здесь по Верховной Жрице может быть запросто архетип раненого человека. Вот сейчас показывают, видимо, минус. Вначале нам решили показать, да, отрицательный какой-то вот тут момент есть. Помнит обиды долга, носит в себе, не выражает это практически никак. Да, вот идет состояние, как будто бы человек несет в себе какую-то скорбь. Может быть абсолютно безинициативен. Да, видите, четверка чаш.
Опять тройка мечей. Тяжелые энергии показывают нам. Восьмерка мечей. Девятка мечей. Да. Мои мысли, мои скакуны. Вот здесь вот видно, что вот этот скачущий конь Одина между мирами — это внутренний мир человека. Вот там разразилась, собственно, вся вот эта вот история. Именно там. И там очень много скелетов в шкафу. С чем-то человек живет, не может расстаться, либо не хочет, может быть, какая-то вторичная выгода в этом есть. Но вот человек, у меня ощущение, он лелеет в себе это состояние. Хотя оно его уничтожает на самом деле, разрушает. Это такое даже вот напоминает медленный суицид. Здесь нет импульса жить, и вот постоянно как будто ощущение накапливает человек, накапливает еще больше негатива, еще больше отрицательных энергий. Интересно. Драматургии здесь очень много. Ну, наверное, самая характеризующая такая — это обида. Больше всего здесь вот рана, обида, мне больно, мне плохо. Может быть, беспричинная тоска. Вот человека то, что называется, накрывает. Накрывает, потому что здесь осознанности я здесь не вижу. Да, видите, восьмерка пентаклей. Это его, ну, такое обычное состояние. Я такой, я так живу. Он даже не помнит себя другим вообще-то. Ну вот силы все уходят на борьбу с самим собой. Да, это внутренний мир, видите, колесничий. В основном, да, это человек очень думающий, мыслящий, но не управляющий своими эмоциями. Давайте посмотрим, в каком сценарии он живет. Ну, это человек, когда он пробужден уже, когда сознание такого человека пробудилось, он уже встал на путь, то он понимает, что это состояние нужно исцелять. И он, конечно, ищет способы выровняться, соединиться с собой, да, целостность обрести. Значит, смотрите, тот человек, ну, реально нуждается в помощи, если он в этом состоянии, скорее всего, будет искать какого-то целителя. Психология — это все, это вот он будет раскапывать все по винтикам, исследовать, но это может привести его к тому, что он сам станет целителем душ человеческих, потому что ему дано такое испытание на себе, на своей шкуре пройти, ну, какое-то вот расщепление. Просто расщепление, расслоение здесь идет на какие-то, знаете, на пазлы, на составляющие, на то, что человек сам себя не может понять. Это очень тяжелое на самом деле состояние. Самого себя исследовать надо, и самого себя понять, и исцелить, и исправить.
То есть есть такое желание. Он чувствует себя нецелостным, неисцеленным. Вот у него еще есть такое состояние, он может цепляться за партнерские отношения, потому что он ищет в ком-то, да, вот ему нужен целитель. Он ищет этого целителя в ком-то. «Исцели меня», он говорит, да, «помоги мне». Пусть нам тотем покажет тоже энергетику второго аркана Верховная Жрица. На что это похоже с точки зрения тотема? Давайте посмотрим. Интересно просто. Волк. Волк. Ну, вот здесь какая-то тоска, одиночество. Здесь вот у меня ощущение этого волка, воющего на луну, знаете, вот такое состояние. Мудрость Земли — отдых. Но это не ресурсный человек. Во-первых, он сливает, у него постоянная усталость, не ресурсность, инертность. Просто, знаете, ощущение перегорания изнутри, вот у меня такое. Очень напряжен человек. Я не думаю, что ему легко расслабиться и остановить поток мыслей и чувств. Поэтому он хочет побыть один, он хочет отдохнуть. Ему надо как-то разобраться с собой, и ему нужен кто-то, кто поможет это сделать. Какой-то особенный человек. Очень много возлагает на партнерские отношения. Вот я здесь чувствую. Вот интересно то, что партнерство обречено на фиаско. Дело в том, что партнер, человек, по сути, не умеет быть в партнерских отношениях. Он одиночка, ему нужно личное пространство, ему нужно время для отдыха. И партнер ему нужен как батарейка, как бы. Но если партнер начнет требовать тоже, да, к себе внимания, это естественно, да, какой-то энергообмен, то в этом состоянии я думаю, что здесь какое-то есть домоседство, вот, например, я чувствую, нежелание выйти даже вот как-то провести где-то время. Валет воздуха. Валет воздуха. Воздушная стихия. Ну, вот такой детский эгоизм, детский какой-то максимализм. Требует к себе внимания. Вот здесь даже на карте написано: восхищение, преклонение, знаки внимания. Принимайте восхищение, поклонение, вы их достойны. Такому человеку необходимо это поклонение, это восхищение. Похвала ему очень необходима. Ну вот разве что для похвалы, возможно, он что-то начнет делать. А так вообще-то я тут не вижу ресурса. Королева воздуха. Вот это уже интересно. Величие, могущество, достоинство. Почувствуйте свое превосходство и властвуйте над миром.
Умейте ценить себя. Ну вот, видимо, в это состояние надо до него еще дойти, дорасти. То есть вот у кого-то, да, кто-то уже ценит себя, и вот как королева воздуха величие, да, свое несет, уважает себя, время свое ценит. Ну, мне нравится эта королева воздуха. Спокойствие, да. А вот у кого-то вот немножко мельтешит. Посмотрите на меня, и вот обидчивость. Ну, королева воздуха — это тоже такая еще дама. Она может рубануть с плеча, она может сама кого-то обидеть, да. То есть какие-то 2 стадии. Может быть, когда-то человек ведет себя как валет воздуха, то есть его легко обидеть, он уязвим, да. А когда-то он сам превращается в такой разящий меч. Такие вот какие-то перепады. То есть неоднозначная, скажем так, натура, совершенно неоднозначная натура. Да, туз мечей. Правильно, правильно. То есть здесь вот такая вот холодность, беспристрастность, невыраженность чувств, при этом внутренняя борьба, все на острие мысли, и все мысли вот разящие. Они разят, либо это саморазрушение, да, такая вот, вообще это интроверты, это видно, такая интровертная энергия, задумчивая, даже вот волк, да, то есть умная, задумчивая и при этом, ну, хороший психоаналитик. То есть вот мне кажется, по задаткам, ну, тут вот Зигмунд Фрейд какой-то прям, то есть он всё анализирует. Это так, к слову, на самом деле. Не факт, что Фрейд, но просто здесь хорошая база для того, чтобы создать какую-то прямо, знаете, теорию. Потому что тут и колесничий, тут человек не просто так копается, он может реально на этом вырасти. Он может сложить себя по пазлам, да, и даже вот видите, тут вот дар благословения, я здесь ощущаю, что его ведут высшие силы, он через это растет. Понимаете? Он через это растет и возвеличивается. То есть вот такая вот идет энергия. Давайте посмотрим карма. Если второй аркан в карме, что это? За что дают в карме второй аркан? Мгм. Вы знаете, энергетика, ну тут эго, да, очень развито, и человек как будто бы, ну он живет для себя, я бы вот так сказала. Энергетика здесь второго аркана, она нуждается ведь в спокойствии, да, она нуждается в своем личном пространстве. Но здесь как будто идет вообще вот ощущение отгороженности и полной зацикленности. Вот здесь идет самодостаточность. Да, да, это что-то касается, смотрите,
в области партнерских отношений и семьи. Ну-ка, сейчас раскроем поглубже. То есть в семейных отношениях, в партнерстве проявляется какая-то интересная черта. Сейчас посмотрим. Так, карма второго аркана. Да, 21-й, видите, мир в минусе. А у меня сразу шла вот ощущение раковой клетки, раковой опухоли. Здесь вот человек, он полностью, вот он создает мир, он в этот мир никого не пускает. Не принимает, не отдает, отгораживается от мира. Видите? Император в минусе. Мы знаем, на что способен император в минусе. Это очень тяжелое. Тут еще кана, конфликты, скандалы. То есть если у этого человека есть семья, если он живет только не один, то прямо с ним вообще невыносимо находиться. Невыносимо. Да, видите. Как вздорный, взбалмошный ребенок. Тут вот рядышком маячит верховная жрица. Скандалы, конфликты. Ну, кошмар. Ну, это просто домашний тиран, я бы так назвала. Манипулирует всеми, держит вот всех вокруг, приковано все внимание к этому человеку. И, возможно, даже ссорит еще между собой родственников. Семерка пентаклей. Да, у меня вот ощущение, что он сеет. Сеет, сеет, видите, конфликты сеет. Шестерка чаш среди самых близких людей. Вот знаете что? Какие-то напоминает это тайны мадридского двора, закулисье, серый кардинал, что-то такое. А, Может быть, сам не участвует, например, но поджуживает кого-то. Скорее всего, так. Не думаю, что этот человек прямо сам на кого-то кричит, да, навряд ли. Вот у меня ощущение серого кардинала. Это карта замедления. 13-й аркан смерть. Ну, это ощущение какого-то паука, знаете, в углу сидящего. Вот такое. Еще и 20-й аркан суд и посторонний. Да. Я думаю, что это осуждение, сплетни такие, какие-то конфликты, наговоры, ну, что-то такое. Ну, не исключаю и ритуалов черномагических, в том числе. Но все это как-то так, я здесь ни при чём. Вот здесь самая основная такая история, а я здесь ни при чём. Карма второго аркана, верховная жрица.
Ну, вот видите, дар искренность. На этого человека не подумаешь ничего плохого. Ловушка компенсация, ловушка расслабления. Дар признать ошибку. И вот он наматывает, кстати, интересно эту карму. У него еще есть состояние, скорее всего, вины. Здесь могут быть даже и вот эта ловушка расслабления. Я не исключаю, что у человека тяжелое душевное состояние. Он не может пережить, когда кому-то хорошо, когда кто-то радуется. Да, ему очень плохо там внутри. Поэтому вот у меня ощущение, что он отравляет, просто отравляет. У него вот маски, у него 2 мира, он, достаточно отстранен, очень критичен и может заниматься саморазрушением, любым. Ну, то есть что-то заедать, запивать, курить там и так далее. То есть, признаки должны быть какие-то саморазрушения. Давайте посмотрим тотем такого человека. Может быть, через тотем увидим состояние души. Я думаю, что здоровье этого человека очень плохое. Я думаю, что даже тысячи болезней психосоматических у него. Вот на тело, я думаю, выходит аркан смерть, все выходит на тело. Я думаю, что в старости это могут быть вообще болезни, связанные с неподвижностью, когда человек не встает с постели, много лет прикован к постели. Не исключаю. Журавль. Но вот этот вот журавль в небе, вот опять с луной, как вы видите здесь, да, такая луна, журавль, а, он не вовлекается вот в это все. Какая-то здесь тонкая игра. Внутреннее равновесие. Ну, вот я говорю, это ловушка компенсация. Он просто пытается сбалансировать себя и делает все, чтобы найти внутреннее равновесие, внутренний покой. Это его стремление, это жажда обрести целостность, гармонию и так далее. И он компенсирует просто свои состояния путем каких-то других вещей. Ну, вы понимаете, что такое компенсация? Суррогатами какими-то, да, человек компенсирует вот это внутреннее состояние. В принципе, если такой человек сам выкарабкается из этого всего, ну, это ему честь и хвала просто. Ну, вот я спросила, что движет человеком, да, вот какое состояние. Ну, вот какое состояние? Девятка мечей, да, вот такое состояние. Вот такое состояние им движет. Я думаю, такого человека вообще-то сложно признать абсолютно вот адекватным, вменяемым. Идет саморазрушение, причем вот интересно, тут вот скорее всего именно ментала. Здесь разум,
Понимаете, что-то здесь вот корень именно в разуме, в мечах. Какая-то программа здесь заложена на саморазрушение, и он не может пережить, когда кто-то счастлив. Как-то хочется мне вот тут копнуть, знаете, чуть глубже. Почему? Ну, что может быть причиной, да, такого состояния? Наша драгоценная жертва. Во-первых, этот человек может быть в мертвом пространстве рода, он может быть нелюбим родителями. Знаете, вот как реально, может быть, это из прошлых воплощений идет, когда его, например, казнили жестоко. То есть душа, короче, перенесла очень много страданий. Она очень много страдала. Может быть, в этой жизни, может быть, в предыдущих. Тут больше я понимаю так, что это накапливалось. Да, вот видите, тут это на эмоциональном плане. Да, закрылась. То есть это травма эмоциональная, психоэмоциональная травма. По жертве человек стал жертвой каких-то тяжелейших жизненных испытаний в одном из воплощений или в нескольких воплощениях. То есть эту душу надо исцелять. Это нужно все излечивать, надо идти в прошлые жизни, поднимать это все, исцелять. Очень много терапии требуется, очень много. Да, вот видите, говорю про терапию, идет 9 чаш. Да. Вот пока он не войдет в 9 чаш, вот это все так будет, понимаете? Вот это просто раненая душа, да, она ведет себя как раковая клетка, да, она не может не радоваться сама, не пережить, как говорится, радость других людей, но она очень хочет быть счастливой изнутри, понимаете? Изнутри она стремится к этому, и все, что она делает, это чтобы как-то скомпенсировать эту боль. Это непроизвольные движения, это вот как у тела, если оно больное, да, оно делает непроизвольные движения, просто как бы, чтобы ему легче было. Вот тут то же самое душевная боль, и человек просто пытается как-то ее уменьшить, неосознанно очень себя ведет, и ну, вот такое состояние. Карму посмотрели, давайте посмотрим ресурс. Дары и таланты. Ресурс второго аркана Верховная Жрица. Мгм. Прекрасно, прекрасно. Уже веселее пошло. Сила у нее большая, вы понимаете, у жрицы очень большая сила возрождения, перерождения, духовной трансформации, раскрытия себя по-новому. То есть очень большой потенциал. И, конечно же, потрясающий магический дар, потому что перт — это, условно говоря, та же верховная жрица, вот она может как переродиться, она может возобновиться, она может пойти на следующий виток. Но здесь как раз нам показывают, что это в этом ее и миссия. В этом ее и миссия. Пройти через испытания и потом раскрыться. То есть она как феникс. Конечно, дар у жрицы большой. Какой здесь может быть талант? Ну, я чувствую здесь какой. Прежде всего здесь идет, конечно,
дар манифестации магической, ясновидение, яснознание, все вот эти вот сверхспособности наши, да. Что еще вот здесь идет? Расширенность сознания. Вот как раз осознанность, ясность ума, да, здесь четкость, здесь она может прекрасно осознавать очень многие процессы, которые для других неосознаваемы, скажем так. Ну вот маг, да. Туз жезлов. Ну вот видите, да, какие здесь... О, влюбленные даже. Это вообще прекрасно. У нее же, у верховной жрицы, с этой темой как-то не очень. Вот она опять рядышком. Еще ни разу не выпала, но все время рядом. С этой темой, с влюбленными, да, у нее как-то не очень. Но она может построить себя, построить семью, социально реализоваться. Но вот это, наверное, ее основная задача, как бы заземлиться, возродиться и социально реализоваться. Особенно построить партнерские взаимоотношения семейные. Творческий союз здесь тоже прекрасно пойдет. Пятерочка пентаклей. Восьмерочка пентаклей. Научиться работать, видите, с материей. Креативный наш паж жезлов и сила. И сила. Ну что, в принципе, да. Идти в эту жизнь, найти ресурс, который она не видит в себе совершенно. Обрести ресурс, вот это самая такая стадия сложная. Востребовать внутренний ресурс. Вот тут еще аркан отшельник, мудрость. Маг 2 раза. Ну что сказать, если маг 2 раза, то в принципе здесь и говорить-то не о чем особо. Это магия, и это абсолютно достижение, ну, в любых областях, понимаете, в любых областях, но что больше всего интересует, да, это преодоление, вот видите, преодоление привязанности к прошлому, отработка кармических отношений, вот партнерских, вот переработка этого всего опыта. Самое главное, вот тут даже императрица, творчество. Я думаю, что ну, такая, знаете, монументальная вообще работа над собой. Вот человек должен себя действительно прямо собрать. Сила какая должна быть в этом, потому что эмоционально человек как будто расщеплен. Вот у меня идет почему-то вот это расщеплен. Он прошел через такие испытания, через такие тяжелые воплощения. Я думаю, что там были какие-то, ну прям не хочется проговаривать. Прям не хочется проговаривать. Это, знаете, очень тяжелые, ну вот видите, да, жизни очень тяжелые. Когда человек целыми жизнями, он не мог быть магом, он не мог быть творцом своей реальности. Поэтому ресурс, вот ловушка самопожертвования, видите, его дар, его талант в том, что он поднимется из этого всего. Он поднимется. Видите, закрывать глаза на промахи. Да? Он простит себя, простит других. Он сможет подняться, он соединится со своей силой. Его вся вот эта вот работа, ловушка тени, это все из прошлого.
Это вот самое главное. Вот почему-то я вижу, что он все время смотрит в свое прошлое, а ему нужно смотреть в будущее. Вот сумеет ли он поменять эту установку? Сумеет тогда, когда он проработает все свои кармические сценарии прошлого, возьмет из них ресурс, и ему интереснее станет смотреть в будущее, потому что маг– это тот, кто смотрит в будущее, согласитесь, да? Хм. Вот барашком он становится, причем горным. Видите, он ставит перед собой какие-то задачи. Легких путей, конечно, не ищет. Это такой человек, ну вот он харизматичный, упрямый, мощный. И ему нужны трудности на самом деле. Не случайно в прошлых воплощениях, скорее всего, он проходил такие тяжелые сценарии, потому что душа пришла, ну вот, прямо поставила просто перед собой вот такие вот сложные задачи. Недаром тут аркан сила. То есть шла душа на воплощение с такими серьезными задачами. Вот, самоизлечение. Вот видите? Да, и я думаю, что из них получатся прекрасные целители. Вот «исцели себя сам» – это их прямо девиз. Я думаю, что ну тут вот прямо психоанализом попахивает таким мощным. Я думаю, что прям действительно по магу, знаете, это когда человек в конечном счете создает какую-то систему. Он может быть стать основателем какой-то школы, системы, книгу написать, там, не знаю. Но здесь явно творческий труд, видно, что человек творит. Поэтому всем, кто чувствует резонанс с этим арканом, я вам рекомендую начинать записывать свои состояния, все состояния, деструктивные, конструктивные, творческие. В общем, анализируйте и пишите, потому что у вас реально может получиться потрясающая книга. Императрица. Изобилие, владение, созидание. Ну, посмотрите, это же прекрасно. Из двойки выйти в тройку, да, в императрицу. Неизвестное управляет нами, а познанным управляем мы. И значит, мы уже маги, да, мы творцы своей реальности. То есть, когда верховная жрица разберется со своими тенями прошлого, со своим подсознанием, бэкграундом вот этим, после этого она сможет превратиться в прекрасную императрицу, и тут и семья, и дети, ну, как бы по императрице я здесь чувствую социальная реализация, все, творческий процесс. Ну, прямо, знаете, вот жизнь делится на две части. Ну, прям просто замечательно, просто замечательно. Еще возьму ресурсную карту из вот этой колоды. Мне очень нравится этот ресурс. Четырнадцатый аркан умеренности. А это как раз интеграция. Это как раз вот ресурс, которого она достигает. То есть она уже находит душевный покой, душевное равновесие, берет ресурсы всех своих частей, выходит из дуальности. Но вы знаете, аркан умеренность я раскрывала, он гениальный вообще аркан. Кому интересно, вот возьмите его, посмотрите, потому что это ресурс второго аркана, оказывается. И маг еще посмотрите. Вот эти вот арканы вас как-то очень будут вдохновлять, да, вдохновлять, выходить. Вы увидите вектор, куда вам надо идти, во что вам надо выходить. Ну и посмотрим коды пятой мерности. Аркан Верховная Жрица в кодах пятой мерности, в кодах пятого измерения.
Ингус и Беркана. Ну вот та же самая императрица, Ингус и Беркана. Плодотворная, плодородная, изобильная, мощная энергия. Вот тут ресурсная женщина, ресурсная. То есть ее задача выйти все-таки в изобилие, в ресурс, в женщину мать, в женщину, не знаю, хранительницу, да, очага там и так далее. Не знаю, в любую творческую энергию. В ней открывается дар творчества, дар созидания, я бы так сказала. Беркана. Понимаете? Беркана. Ера. Урожай, да? То есть ингус плодородие, ера урожай, беркана руна изобилия и плодородия. То есть вот они коды пятой мерности по этому аркану. Вот во что надо выходить, вот куда надо стремиться. Почувствуйте разницу, почувствуйте, что было, какие первые у нас руны пошли, да? Напряжение такое было там, урус, да? Эвос, что там еще было? Вспоминайте. Так, коды пятой мерности. Паш чаш. Приятная энергия радости, да, улыбок, счастья, легкости. Четверка жезлов, тоже позитивная энергия. Я ее называю стабильный рост. Вот стабильный рост. Постоянное ощущение, что у меня все есть, все нормально, но у меня еще и есть стабильный рост. Пятерка жезлов. Ну, такая энергия желания большего, я бы так сказала, да. И семерка жезлов. Посмотрите, какой взлет. Вот здесь какой-то потенциал творческий, очень сильный. Я думаю, что больше всего я здесь вижу творчество. Творчество, нестандартные подходы, исцеление, если это целители, да, вот, может быть, то они тоже могут исцелять энергией творчества. Вот у меня почему-то здесь больше идет психоаналитика плюс какая-то, может быть, арт-терапия, понимаете, что-то такое вот. Я думаю, что это потрясающая энергия, которая коррекцию какую-то может делать, знаете, вот как психокоррекцию такую. В пятой мерности тоже присутствуют, если вот какие-то ошибки по пятерке жезлов, да, если есть какое-то напряжение, то вот они как-то хорошо его разряжают, гармонизируют. Вот у них есть черта найти причину, они докапываются до сути всего происходящего, хорошие аналитики, и всегда находят выход из ситуации. Поэтому вот в пятой мерности они находят себе применение как-то вот в этой области, я бы сказала. 15-й аркан дьявол. Вот такая идет энергетика. То есть им важно, видите, вот они разбирают вот такие вот ситуации, связанные с каким-то контролем, ограничением, деструктивом. Но вообще мастерами становятся. Тройка жезлов, то есть этих мечей.
изобилие. Иди вовнутрь. Да, вот все-таки я вижу, что они занимаются психологией, психоаналитикой, внутренним миром, находят ресурс во всевозможных ситуациях, выход из каких-то ситуаций. Ну вот в основном связано все с психикой. Их вот это интересует. Я думаю, что здесь потрясающие целители. Понимаете, если так вот все это обобщить, сейчас возьмем еще тотемчик. В пятой мерности какая-то энергия. Я думаю, они могут работать, например, в поле бессознательного с большими массами людей, как бы убирая на уровне информационного поля определенные напряжения, переводя, допустим, эмоции в ресурс. Да, вот это самое верное, да, потому что и по магу они тоже, им надо самое главное научиться переводить деструктивные эмоции в ресурс. Вот они, скорее всего, этим и занимаются в пятой мерности. Поэтому и здесь им надо стремиться, и тогда у них проявляется изобилие, творчество, то есть все совершенно по-другому. Лосось. Ну, плодотворность, плодовитость. Лосось. Хорошая рыбка лосось. Но дело в том, что как будто бы, вот опять обратите внимание, как-то вот они с водой, с подсознанием. То есть они разбирают, вот им важно самое главное найти ресурс в эмоциях, в каких-то деструктивах. Вот найти и создать из этого наоборот что-то важное, что-то позитивное, что-то классное. Давайте мудрость Земли. Так, матрицы пятой мерности. Какую они несут миссию? Да, это целители. Ну, целители душ. Мне больше здесь идет душ, не тел. Ну, смотрите, и тут идет практическое применение. Практическое применение. То есть, конечно, они действительно практики. Давайте еще одну карту. Практики чего? Подскажите-ка нам. Вдохновение. Все-таки вдохновение, творческая энергия. Но вдохновение – это и творчество, это и эмоция, да, очень хорошая, позитивная эмоция вдохновения. То есть они практически создают вдохновение. Вот почему-то они идут рука об руку с творчеством. И нужно тянуться к вот этому состоянию. И смотрите, и практика, и вдохновение, такое впечатление, что для них вот практикой становится быть всегда в состоянии, ну вот просветления, вдохновения. Вдохновение – это синоним любовь. Почему там у нас и аркан влюбленный выходил, да? Вот, и они поддерживают вот этот вот климат. Климат творчества, вдохновения, желания практически применять на практике что-то делать, создавать. Вот как будто бы вот у меня ощущение какой-то музы, да? Какой-то музы. Что бы такое еще взять? Пятая мерность.
Ну вот идет такой вот дар уважения. Кстати, вот этого состояния им и не хватает. Вот когда они в деструктиве, они очень хотят быть, нужными людям. Нужными, полезными и вот прямо осознавать это, что они важную какую-то роль играют в обществе. У них есть такой потенциал, поэтому они его так криво применяют, не буду повторять как, да, но вот когда они занимают место, нужное место, они наконец-то делают что-то очень важное и хорошее, и вот, действительно их работа заметна. Их работа заметна, им какое-то поклонение, уважение, без них никак нельзя. Вот такой идет дар равенства. Вот такой еще идет дар секс. Я чувствую, что они становятся, знаете, вдохновителями каких-то родственных душ, с которыми вместе совместно что-то делают. Вот, кстати, они прекращают быть какими-то отщепенцами, желающими, знаете, набраться сил где-то в одиночестве. Вот у них, другая энергия. Они хотят помогать, они хотят быть вовлеченными во что-то. Да, у них остается энергетика по 14 аркану равновесия, гармонии, спокойствия, даже вот здесь вот равенство. Но я вижу, что они создают творческие союзы. Это как раз союзы пятой мерности, где они не лидируют, но просто, ну, могут передать какой-то, э, опыт, скажем так. Вот они чувствуют, что они здесь нужны, они здесь пригодились. И здесь не о лидерстве, здесь о том, что они реально могут чему-то обучить и чувствуют себя хорошо в том, что они могут быть полезными. Для них это очень-очень важно. Они наконец-то чувствуют себя полезными. И рядом с ними вот я вижу, что люди, которые увлечены, они увлечены чем-то таким классным. И вот много творчества. Я думаю, что вы приблизительно считали эту информацию, насколько она меняется, да, в пятой мерности, насколько светлее, да, энергии. И мы видим, что все-таки из второго аркана они выходят в третий, это их задача, исцеляются и находят в себе ресурс для творчества. Ну что ж, если вам полезна была эта информация, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, на котором будут еще другие распаковки других арканов, и напишите под этим видео, насколько вам отозвалось, если в вашей личной индивидуальной матрице присутствует второй аркан Верховная Жрица. Насколько вы прочувствовали прямо в теле, да, когда я говорю, обычно вы пишете, что я чувствую прямо в теле, мне откликаются эти программы. Не забывайте, что мои расклады обладают целительством, поэтому вы можете прослушивать этот расклад повторно и столько раз, сколько вы посчитаете нужным, для того, чтобы исцелиться вот именно в этой энергии, взять из нее ресурс. Это действительно, это реально вам поможет. А также добавляйтесь в группу практиков, где мы очень скоро будем проходить врата 0202. Это будет мощное перерождение психоэмоциональной сферы нашей. И это будет в феврале. Попасть к нам вы можете только написав мне лично. У нас есть закрытая группа в Telegram. Благодарю вас за внимание, мои дорогие родственные души. С вами была Иная.
и мы всегда получаем то, о чем мечтаем. До скорых встреч. Пока-пока.